Всем привет! Вы на канале Дэн Электро, а с вами, как всегда, я, Денис. Сегодня мы будем делать терморегулятор вентилятора. Терморегулятор построен на заводской схеме, которая используется в компьютерном блоке питания ATX. При помощи нее в блоке питания регулировалась скорость вентилятора. Схема очень простая, работает от 12 вольт и состоит всего из 9 деталей. В блоке питания термодатчик регулятора температуры был загнут вот таким образом и вставлялся внутрь дросселя групповой стабилизации. Чтобы тепло переходило на термодатчик, он был приклеен термоклеем. Схема терморегулятора выглядит вот так. Сюда подается ток с блока питания напряжением 12 вольт. Выход находится здесь. Сюда подключается вентилятор. В зависимости от температуры напряжение на выходе изменяется от 5 до 12 вольт. На вентилятор ток идет через транзистор Q1. Можно сказать, что это силовая часть схемы. Когда температура окружающей среды низкая, то транзистор наполовину закрыт, и на вентилятор подается только 5 вольт. Вентилятор вращается на маленьких оборотах. При повышении температуры напряжение на вентиляторе увеличивается, и вентилятор ускоряется. Терморезистор R6 на 10 кОм находится по схеме здесь. Это терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, то есть при нагреве его сопротивление уменьшается. В холодном состоянии его сопротивление большое, и поэтому транзистор Q2 полностью закрыт. Когда температура окружающей среды начнет увеличиваться, сопротивление резистора R6 начнет уменьшаться, и тогда на базе транзистора Q2 начнет увеличиваться отрицательный потенциал. И чем больше транзистор будет открываться, тем больше через него будет открываться транзистор Q1, так как база Q1 начнет подтягиваться к плюсу через переход эмиттер-коллектор транзистора Q2. Когда термодатчик остынет, он закроет транзистор Q2, а тот, в свою очередь, закроет доступ базы транзистора Q1 к плюсу. В результате чего транзистор Q1 частично закроется и будет находиться в таком же состоянии, как был в начале. Если таких транзисторов у вас нет, то при замене надо очень обратить внимание на коэффициент усиления, так как в этой схеме он имеет большое значение. У транзистора Q1 он составил 213, а у Q2 – 250. Если коэффициент усиления транзисторов будет сильно меньше, то транзисторы не откроются полностью, и вентилятор не будет крутиться на максимальной скорости. Теперь давайте посмотрим, как она работает. Схема будет запитываться от этого преобразователя. С него я буду подавать 12 вольт. На выход схемы подключен этот большой кулер. Собственно, он и стоял в этом блоке питания. Параллельно этому кулеру подключен мультиметр. Он будет показывать, какое сейчас напряжение идет на этот вентилятор. Подаю напряжение. Вентилятор закрутился, но напряжение на нем поднимается не сразу, а потихоньку увеличивается. С 4 вольт оно постепенно увеличивается примерно до 5. Дальше я сделаю ускорение в 5 раз. Если даже потрогать терморегулятор рукой, то напряжение на вентиляторе поднимается не сильно. Можно сказать, что схема вообще никак не реагирует на температуру тела. Чтобы вентилятор стал крутиться быстрее, нужна температура побольше. Теперь буду нагревать термодатчик паяльником. Нагревать буду, конечно, не той частью, где плавится олово, а той частью, которая находится ближе к рукоятке.
Но и там тоже температура, конечно, не маленькая. Пальцы тоже обжигает. Терморегулятор начинает срабатывать только при большой температуре, примерно 50-60 градусов. Но напряжение на вентиляторе еще не полное, не 12 вольт, а только 11,2. Напряжение стоит на месте и дальше не увеличивается. Даже если я закрою термодатчик, чтобы он не остывал от идущего с вентилятора воздуха, то все равно ничего не меняется. Хотя термодатчик уже очень сильно горячий, дальше греть нет смысла. Можно с уверенностью сказать, что для этой схемы с таким вентилятором это максимальное напряжение на выходе. Когда я уберу паяльник, то температура термодатчика начнет падать, и напряжение на кулере тоже будет уменьшаться. Напряжение на вентиляторе опускается также примерно до 5 вольт. Но это, естественно, при условии, что в корпусе блока питания станет уже холодно. Если взять кулер мощностью поменьше, то в самом начале на нем будет напряжение не 5, а примерно 5,5 вольт. И при нагреве термодатчика на нем будет напряжение уже побольше, полные 12 вольт. Видимо, это связано с тем, что усиления потоку в схеме не хватает. Маленький вентилятор она может раскрутить полностью, а вот большой нет. Хотя это не говорит о том, что большой вентилятор хуже, ведь тока он потребляет почти в 2 раза больше. И при напряжении 11 вольт мощности он выдает в 2 раза больше. Кстати, в процессе работы транзистор Q1 прилично нагревается. Это тот транзистор, через который идет ток на вентилятор. Ведь когда транзистор наполовину закрыт и на вентилятор идет всего 5 вольт, то лишние 7 вольт оседают на транзисторе. Получается, при токе в 128 мА он рассеивает в виде тепла на своем корпусе почти 900 мВт. Это почти максимум его возможностей, так как по даташиту он рассчитан всего на 1 Вт. На советских деталях тоже можно собрать подобную схему. В качестве транзистора Q1 я взял КТ817В, а для Q2 КТ361Г. Терморезистор с маркировкой ММТ4Б на 6,2 кОм. КТ817 прекрасно подходит и по току, и по мощности, но вот коэффициент усиления у него всего около 50, и это повлияет на работу схемы. Давайте посмотрим, как она работает. После запуска напряжение на кулере также достигает примерно 5 вольт. Если взять термодатчик рукой, то его нагрев тоже особо не влияет. Если нагревать термодатчик паяльником, то напряжение повышается, но поменьше. Не до 11 вольт, а только до 10. Это все из-за маленького коэффициента усиления КТ817. Но на маленьком вентиляторе напряжение будет побольше. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Задавайте вопросы в комментариях, если кому-то что-то непонятно. И всем пока. И не забывайте заходить в описание, ведь там могут быть еще ролики по терморегуляторам.